Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать касательно заработка на наземных зонах конфликта. Спасибо данной цели сообществу, потому что, летая по космосу, в космических зонах конфликта, уничтожая пиратов, ну не пиратов, другую фракцию там, вы получите одно количество денежек, а на наземке, ребята, в разы больше. Намного больше. И это натолкнуло меня на мысль, а что бы, собственно, не протестировать это и не понять, сколько мы примерно сможем зарабатывать на этом в 1 час, скажем, вот такой временной отрезок. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали! И прежде чем мы будем с вами продолжать дальше, такой момент. Улучшение вооружения, улучшение комбезов. На низкий уровень вообще спокойно можно идти с первоуровневыми пушками, первоуровневыми костюмами, будет все в порядке. На среднем уровне, ну хотя бы второй, ну второго хватит, поверьте. А вот с высокими, третий и выше. Я ходил в третьем доминаторе, с третьим эклипсом, ТК, ну пистолет-пулемет, и со второй кармой. Мне этого хватало. Видос касательно того, как выфармить пушки, комбезы второго уровня, третьего уровня из магазина, прям чтобы сразу купить, имеется. Если вкратце, то каждый четверг после 10 утра по МСК обновляется вся эта история, и летаете по станциям, все это дело скупаете. Если повезет, если успеете, если другой игрок не купит. Но видос, естественно, я прикреплю на всякий случай. Отправиться на наземную зону конфликта вы можете как на корабле своем и проходить ее таким образом, так и через непосредственно станцию. Я буду делать через станцию, потому что там заранее будет видно, какой уровень напряженности. Низкий, средний или высокий. Посмотрим их все три. Сколько мы сможем вывести за один заход. И сколько примерно времени на это уйдет. Потому что не забывайте, вам еще нужно долететь туда и вернуться. И отправиться снова на следующую. Ну, давайте впишемся, что ли. Нажимаем Е. Хочу вступить на стороне своей фракции. Заходим. Вот у нас карта системы, и они видны. Тут их вообще 11, на этой планете только одна, и вроде бы средняя, если не ошибаюсь. Да, средняя потом. Давайте сначала низкую посмотрим. Да, давайте вот низкая как раз-таки. Ну а дальше просто-напросто ждите, когда прилетит стервятник, чтобы, так сказать, отправиться. И да, подлагивает, я знаю, но тут как-никак стоят высокие настройки, 1080p, и непонятно. То лагает, то не лагает. Странно. Такой момент. Естественно, секундомер-то я поставил уже, как мы вылетели. Когда вы стреляете по неписи в зоне конфликта и не уничтожаете ее, она, скажем, убегает там в другую сторону и бьется с неписью, которая на вашей стороне. И когда ее уничтожат, вы всем получите денежку, потому что урон по ней вы нанесли. По крайней мере, так было у меня, и таким образом можно реально поднять много бабла. В низких зонах, в средних проблем с уничтожением неписи нету. Спокойненько вычищаете их, все хорошо. Но в высокой там уже довольно серьезные парни. И, возможно, 1 на 1 будет долго ковырять. Так что возьмите это себе на вооружение. Просто как бы вот сейчас цель сообщества как раз у нас, и нафармить 55 миллионов на космических зонах конфликта, это будет очень долго. Ибо после закрытия одной вы получаете примерно от 1,4, 1,6 миллионов в сумме. Ну так было, по крайней мере, у меня на стримах, может у вас получится лучше. А вот здесь уже цифры совсем другие. И да, 25% это 55 миллионов. И я за это получу 120 миллионов в глобальной награде. Если буду в 10%, 200. Это дофига. И цифры, скорее всего, поменяются, будет еще больше. Потому что вчера, когда я был в лучших 25, я получал 72 миллиона. То есть растет. Диспетчер говорит Кило Альфа-3. Приближаюсь к зоне конфликта. Ну вот, приближаемся к зоне конфликта, низко, и вернусь, когда ее зачищу. А пока меня сейчас будут красиво выбрасывать. И да, ребята, это, естественно, видео только лишь для владельцев Одиссеи. А хотя, знаете, я вам, пожалуй, продемонстрирую разницу в уровне сложности неписи. То есть вот это вот разбирается очень быстро. Ну как-никак это низко. Можно спокойно просто идти и рашить всех подряд. И да, FPS тут гораздо лучше стал. То есть вот, пожалуйста, еще один. Нужно просто не налетать на людей с плазмой, и все будет хорошо.
Никаких с ними проблем нету, это будет быстро. И да, получаем мы за них реально маловато. В общем, окей, я пойду зачищать все это дело. Чарли активен. Сигнал Фокстрот активен. Кидаем герметичную среду. Ну вот толпа. Прибыло вражеское подкрепление. И да, у неписи появились ракетницы, аккуратнее. Если я так сделаю высокой, скорее всего, меня прибьют. Если вас прибьют, ничего страшного, вы здесь снова появитесь. И свои вот эти ваучеры награды боевые не потеряете. Вот теперь все, теперь точно иду исключительно зачищать. Ну пока я здесь еще покажу один момент. Вот есть непись, да? Сейчас я один раз по нему выстрелю, его уничтожат, и я получу за него денежку. Если, конечно, остальные неписи не будут тупить. И это не займет 100-500 лет. О, получены боевые облигации. А я сделал только лишь один выстрел. Ну, мы победили. Ждать награда. То 20 тысяч критов мы получаем в боевых облигациях лишь только по завершению самой зоны конфликта, но это на самом деле копейки, учитывая то, что на низких мы получим одно, на средних мы получим чуть больше, но за уничтожение каждого последующего бойца мы получаем гораздо больше, нежели здесь. То же самое с высокой зоной. И если вы не знали, то сейчас вас автоматом закинет, ну, при нажатии, естественно, клавиши Е на стервятника, отправит на станцию. Чё-то, мне кажется, в районе 15 минут будет круг. Ну вот, я уже на стервятнике. Раньше, конечно, это дело можно было делать на корабле, но вы попадали и по своим, вы не захватывали точки и так далее. И по всем неписям, скорее всего, попадать у вас не получится в плане противников. Но теперь фронтиры, насколько вы знаете, ввели наземные противокорабельные турели. И там еще летают корабли, которые будут стрелять по вашему кораблю. Так что этот вариант я рассматривать не буду. Ну, как я и говорил, в районе 15 минут получилось, но вы можете воспользоваться своим кораблем, зная то, что там уже определенная зона конфликта, низкая, средняя, высокая, садиться на нем и выбирать зону конфликта. После чего вести, так сказать, перестрелку. Потом садиться обратно на свой корабль, улетать в гиперкруиз, таким образом будете делать релок. Посмотрим, сколько мы за это время заработали. Хочу погасить боевые облигации. Солдатам тоже нужно есть. Низкая зона конфликта 500 тысяч. Даже если это раз в 10 минут, то это 5 миллионов, это копейки. И это копейки не только в плане денег, но и копейки по сравнению с другими зонами. Давайте выберем другую. Мы закончили? Я хочу изменить детали моей службы. И полетим в среднюю. Да, средняя. Что-нибудь еще, солдат? Ждем стервятника и летим. Но с какой стороны посмотреть в плане маленького заработка? Если вы новичок с голой жопой, без там кораблей среднего класса и так далее, этот заработок может вам понравиться и чисто поразвлекайтесь. Конечно, это не лучший старт для новичка. Видос, кстати, есть на канале, если не забуду, кину подсказочку. Но все же, приятное дополнение и развлечение. Как-никак смена деятельности пойдет вам на пользу. Но не забывайте то, что таким образом вы еще будете качать себе и ранг наемника. Читая слово в слово, то, что у нас на вики. Работа пеших наемников признана Федерацией пилотов, которая присуждает звание командирам в зависимости от успешных завершения количества убитых противников в планетарных зонах конфликта и количества прибыли. Участвовать в планетарных зонах конфликта можно через Fortnite Solution, через которую, собственно, мы с вами и работаем в данном видео. Средняя зона конфликта, и сейчас вам продемонстрирую, насколько сильно отличается непись. Ну вот, обратите внимание на количество ячеек щита у противников. И против меня сейчас толпа. И в принципе я, если не буду маневрировать, двигаться, прыгать и все остальное, я могу огрести очень серьезно и отъехать. Вообще без проблем. Но справляться с ними все равно реально. Плюс получаем мы за них больше, как вы можете заметить. Там 18 тысяч за одного дали, когда там давали по 3000 вроде.
И ребят с плазмами, ракетницами лучше, ну, обходить стороной. Как-никак, дамажат они сильно. И не забывайте пользоваться крышами и различными вот этими уступами. Это вас может спасти. За закрытие этой уже дается 210 тысяч, но за чуваков мы получим гораздо больше. Могут быть неприятные моменты, как вот этот вот. Игра забаговалась, и, собственно, меня стервятник не забирает. Да, такое тоже может быть. А еще вылеты могут быть без ошибок. Если у вас вот такая ситуация, как у меня сейчас, то заказывайте себе либо свой корабль, либо просто челнок Апекс и летите туда, где, собственно, вы вылетали, и никаких проблем не будет. Единственное, просто время потратите больше. Эх, ладно. Если хотите более подробное видео касательно ранга наемника, ранга экзобиолога и так далее, то напишите, я этим спокойно займусь. Но тут у нас видео все-таки не про прокачку ранга, хотя качается довольно быстро, а про тесты заработка. Ну так что там с деньгами? Заходим. Эту систему раздирают Я хочу погасить боевые облигации. Наличить облигации? Конечно. Долго думает. Ну, примерно 2 миллиона, учитывая то, что я сдох 3 раза. Но это получилось случайно. В общем, окей. Но тоже пока что маловато. Теперь гоним на высокую. Тут уже дают за победу целых 300 тысяч. Отправляемся. Кстати, меня выкинуло при подлете сюда. Что было странно, без какой-либо ошибки и так далее. Сейчас я вам покажу, как выглядят парни в высокой зоне конфликта в плане отображения щита и насколько они живучие. Вот, пожалуйста. Выглядит страшнее на самом деле, разобраться у вас получится, но количество ячеек и золотой значок пугают, а еще что-то здесь как-то подлагивает. Непонятно, то ли ночью лучше, то ли днем. И за него дали 87 тысяч уже. Нормально. Вот вам пример битвы против нескольких противников. Так, у меня уже граната полетела, и ими отключила щиты. Нормально. Сейчас, походу, отъеду. Что-то как-то подлагивает. Но это и понятно, я играю на высоких. Но на других было все получше. Может, из-за того, что день. Намного живучие. Но это не проблема. Проблема в том, что они наносят больше урона по мне. Тяжко, тяжко. Ух, ужас какой-то. Если бы они все меня захотели зафокусить, я бы вообще ничего сделать не смог. Меня просто бы разобрали. Ух, еле-еле. И отъехал. Такое тоже бывает. Надеюсь, это не повлияет на количество денежек в боевых облигациях, которые я завезу. Ну, ваши ставки. Сколько за один заход я сейчас привез? Прикол в том, что меня выкинуло. Мне пришлось добегать до базы, и я несколько раз там еще и помер. Пушки у меня третьи, комбез у меня третий, все без улучшения инженеров, именно просто повышение уровня в магазине. То есть урон может быть у меня гораздо лучше. Резисты у меня могут быть гораздо лучше. И в итоге я привез 10 миллионов. Но я завозил и 12, и 15. В перспективе, я думаю, можно дойти до 20, если у вас будет все вкачано в пятерке. Так что в принципе, вроде бы и хорошо, но нужно подготовиться. И подготовиться серьезно в плане материалов, и пушек, и комбезов, и, естественно, открывать инженеров.
Если грубо прикинуть, заход 10 минут, делаем релок на корабле, у вас все в пятерку, заход один длится 10 минут, это 6 заходов, и вы сможете вывозить по 20 за раз, то в районе 100-120 миллионов за час. Но это прям будет сложно. Полтос спокойно, а вот выше уже, ребята, нужно готовиться и подготавливать свой персонажа к этому делу. К сожалению, к счастью ли, но таковы реалии. Будете вы так фармить или нет, это уже ваш выбор. Я чисто по фану могу. Для цели сообщества идеальный вариант. Когда есть цель сообщества на уничтожение той или иной фракции есть наземки, рекомендую заниматься именно наземками. Платят гораздо больше, нежели в космосе. А попутный рост ранга наемника — приятный бонус. Пока он, конечно, ничего не дает, но со временем, может быть, что-нибудь доведут. Кстати, пишите в комментариях, какой у вас основной сейчас вариант заработка. Рабига, торговля, АФК-фармы и еще какие другие активности. Будет интересно почитать. И да, я попал в топ 10%, но не факт, что я там продержусь. А вот то, что временами подлагивало, это потому что видео в 2К качестве. Вы сможете выбрать такую себе установочку на YouTube, когда будете смотреть данное видео. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там получается уже свыше 530 видео. Говорю о том, сколько я отснял, чтобы вы понимали количество контента в данной игре, ибо многие люди говорят то, что тут нечем заняться, игра пустая и так далее. Ребята, мои дорогие, они не правы. Да. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, торгоиды, стражи, корабельное вооружение, ручное вооружение, комбезы, как все это инженерить, новые инженеры, различные интересные места, лорные видео. Куча всего полезного и интересного, но все-таки общая информация в одном большом плейлисте по элитке. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться, чтобы играть хоть в CS, хоть в дотку. Не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. Систем, кстати, уже вроде то ли 3, то ли 4. Короче, расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Discord, в разделе соцсети, в описании вся инфа. Там и правила вступления, и правила нахождения в эскадры. Как минимум, шнуры мы не дергаем. А это важно. И еще. Пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.